К рождению ребенка пары, как правило, готовится со всей ответственностью. Для мужчины отцовство – это серьезный шаг, который он предпринимает обычно в сознательном возрасте, когда многого добивается и готов дать ребенку все, что нужно. Однако случаются ситуации, когда молодые люди начинают половую жизнь, но о предохранении забывают. 10 лет назад мировую общественность поразила историю британской пары, которая в несовершеннолетнем возрасте стала родителями. Альфи Патин было 13 лет, его подружке Шантель Стидман 15 лет. Подростки стали встречаться, а когда узнали про беременность, избавляться от ребенка было уже поздно. История про подростков прогремела на весь мир, но ходят слухи, что такую популярность они получили благодаря своим родителям. Молодые бабушки и дедушки решили, что появление малыша – отличный способ хорошенько заработать. Журналисты платили немалые суммы за каждый снимок юной пары или интервью с ними. Естественно, давление на парня и девушку оказало негативное влияние на состояние их психики. Все-таки стать родителями в столь нежном возрасте совсем нелегко. Когда ровесники вовсю гоняют мяч на футбольном поле, занимаются учебой, живут обычной жизнью подростков, Альфе и Шантель приходилось менять подгузники, просыпаться по ночам, гулять с коляской и заботиться о крошке. Как живет молодой папа, которому сейчас уже 23 года? В 2009 году новость о 13-летнем мальчике, который скоро станет отцом, и 15-летней девочке, будущей маме, прогремела на весь мир. С обложек журналов и экранов телевизоров растерянно смотрели в объектив юные ребята, которые пока не осознавали, что в дальнейшем их ждет. Когда родилась прелестная девочка, снимки молодого папы, который нежно смотрит на дочь, тронули сердце общественности. Нападали в основном на родителей подростков. По мнению осуждающей стороны, родители несли ответственность за все, что произошло. Они должны были уберечь, объяснить, просветить, но не сделали этого. Родители девушки отрицали свою вину. Они рассказали журналистам, что узнали о беременности, когда у дочери появился заметный животик. До этого момента Шантель тщательно скрывала от мамы с папой свое положение. Выхода не было, прерывать беременность было поздно, и родители смирились, что скоро станут молодыми бабушкой и дедушкой. Альфи вспоминает, как ему было тяжело психологически вынести прессинг общественности и СМИ. Журналисты преследовали молодого отца, задавали каверзные вопросы, старались вызвать чувство вины у подростка. Альфе было сложно найти подходящие ответы, ведь ему было всего 13 лет. Мальчик без образования и жизненного опыта должен был изворачиваться, раскрывать подробности своей жизни, оправдываться, и это, несомненно, сказалось на его психическом состоянии. Но был и положительный момент пристального внимания журналистов к молодым родителям. Альфи стал изучать литературу, как воспитывать ребенка, какие нюансы могут подстерегать маму и папу, что должен сделать отец, чтобы вырастить счастливую дочь. Когда родилась малышка, парень не отходил от нее ни на шаг. Он восхищался девочкой, мог часами любоваться новорожденной, носить на ручках, качать и разговаривать. Альфи даже решил пойти на работу, чтобы дочка ни в чем не нуждалась, но родители отговорили и обещали, что будут финансово поддерживать семью. Казалось бы, молодой парень прочувствовал радость отцовства и дальше только наслаждался этим прекрасным чувством. Но финал истории совсем не такой радужный, как можно себе представить. Мать Альфи начали терзать сомнения, действительно ли ее сын биологический отец крошки. Когда сделали тест на ДНК, оказалось, что материнское сердце не зря било тревогу. Отцом девочки оказался бойфренд молодой мамы Тайлер Байкер. Он и стал инициатором, чтобы всю ответственность свалить на неопытного подростка Альфи. Когда молодой отец узнал, что девочка не его дочь, он впал в депрессию. Альфи не хотел выходить из дома, ведь он был известным персонажем, и теперь на улице на него показывали пальцами. Но пресса быстро потеряла к мальчику интерес, и через несколько лет он уже смог оправиться от удара и начать жить полноценной жизнью. Альфи сейчас уже 23 года. Естественно, отношения с Шантель он прекратил и уже успел завести несколько романов с другими девушками. Детей у него пока нет, и Альфи в ближайшее время не планирует становиться отцом. Ему хватило опыта, который он получил 10 лет назад.
Альфи сообщил журналистам, что не готов в своем возрасте создавать семью и заводить детей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.